Всем привет, народ! Обнова 1.39 идет полным ходом, а значит, на этом этапе уже можно объективно рассматривать все ее новинки, делая определенные выводы. Вы можете быть не согласны со мной в некоторых аспектах, так что с удовольствием почитаю вашу точку зрения в комментариях под видео. Ну что, залетаем коленками вперед в поезд раздора? Ну и начнем с очевидного. Новое лобби. Разделим его на несколько аспектов. Визуальный стиль, функционал и удобство пользования. Итак, начнем с первого. В левом нижнем углу расположилась обновленная иконка меню снаряжения. Над ней новый бар управления основными игровыми вкладками. По порядку. Магазин, задания, общение, страничка кланов, рейтинг. Над этим баром располагается страничка игрока, его ник и наличие премиум аккаунта. Справа сверху разместились показатели валюты, почты, настроек и удобные индикаторы интернет-соединения и оставшегося заряда. Переходим к правой стенке управления. Здесь у нас оказались акции, лотереи, подполье и окно рекламы, которое так долго было скрыто при любом появлении лотерей, вызывая дикое негодование игроков. Что ж, мольбы услышаны, реализация завезена. Чуть ниже находится боевой пропуск, а под ним окно спецгруза. Кнопка «В бой» была полностью переработана и теперь запускает отмеченный нами режим или режимы, запоминая их выбор. Если же ничего не выбирать, то запустится случайный бой. Перейдем к визуальной составляющей. Выглядит действительно свежо. Да, не спорю, предыдущее меню было до боли знакомо и привычно, не вызывало никакого отторжения. Но и новое выглядит вполне неплохо, сбрасывая игре несколько лет. Зная, что это лишь часть от будущих изменений всех экранов, уже хочется увидеть конечный вариант в этом выдержанном стиле. Ну а теперь удобство пользования. С непривычки он неудобен. Нет подписи, какое меню за что отвечает. Это главная претензия. Да, со временем все привыкнут, но интуитивность меню хромает. Прежде чем выберешь нужную вкладку, откроешь 2-3 ненужных. Для новичков обязательно нужно обучение по игровому меню, а для заядлых игроков добавьте функционал зажатия кнопок, при котором будет появляться название того или иного меню. Перейдем к окнам справа. Первое же окно перегружено до предела. Несколько акций, подполье, туда же лотереи и реклама. Что-то обязательно нужно вынести ниже, под окно спецгруза. Листать постоянно очень неудобно. Меню отряда. Все выглядит неплохо, кроме области с сообщениями. При нажатии открывается область слева, а не над ним. Пишем мы также в область слева, а не в окошко написать сообщение. Отсюда вопрос. На кой такая большая уродливая кнопка? Неужели ее нельзя было перенести в другое место, оставив только саму иконку сообщения? Ну и главный вопрос к новому лобби. Зачем столько кнопок с одним и тем же действием? Вот смотрите, у нас аж 5 кнопок, переходящих в магазин. Да, они открывают каждую свою вкладку, почему нет? Согласен, но тогда зачем делать отдельную кнопку магазина и вносить ее в главный бар управления слева? Замените эту кнопку на то же подполье или рекламу, тем самым разгрузите слайдер справа. Отключите переход на страничку игрока при нажатии на аватарку. Чуть правее при нажатии на ник все равно происходит ровно то же действие. Для старых игроков это весомая проблема, так как мы привыкли нажимать ту область на селектор меню. А теперь постоянно рассматриваем свою статистику, даже если не хотели туда заходить. Мышечная память, все дела. Блок рекламы был не только внесен в постоянную область, но еще был переработан в сторону увеличения наград за просмотр. Удвоение награды после боя теперь приносит дополнительные ключи за бой, что позволяет на халяву забрать 125 ключей в день, ну или 250, если учитывать с ключами, заработанными за эти 5 боев. А это 1750 ключей за неделю. Также добавили просмотр рекламы для 2 билетов. Смотреть рекламу стало как никогда выгодно. Новый магазин подполья порадовал нас низкими ценами на расходники и вполне неплохими ценами на скины и персонажей. Также здесь проскакивают голдовые оружия, продаваемые за серу. Но позволить их себе навряд ли кто-то сможет.
При грамотной покупке в подполье оно становится очень выгодным вложением кредитов. Но если вам не терпится скупить все, что ж, у вас не останется средств. А игра за такие ошибки по головке не погладит. Так что всегда думайте, а нужна ли та вещь мне, или я вполне нормально играю и без нее. В обновлении был добавлен посткомбат, который можно смотреть неограниченное время. И сразу после экрана победы нас встречает страница, где расположились топ-3 игрока, выбираемые игрой, путем выполнения боевых задач раунда. Так что ачивки стали менее бесполезными. Теперь стало понятно, для чего их покупать. Страницу можно посмотреть вновь, перейдя на третью вкладку. Визуал изменится, став более информативным. Далее нас встречает анимация с отображением всех набранных ачивок и награды за бой. К ней можно вернуться, перейдя на четвертую вкладку. На первой же странице расположилась урезанная таблица, которая неизменно отображается в каждом режиме по 5 флажек слева и справа. На второй странице развернутая таблица с информацией по бою и заработанными игрокам наградами. И тут задается вопрос, так и для чего нужна первая страница, если это та же самая версия второй, но в урезанном формате? Это перегружает посткомбат лишней, дублированной информацией. К тому же в обоих случаях можно нажать на них и посмотреть профиль игрока, так что наличие двух идентичных экранов выглядит еще более странно. После боя в своем профиле вы можете посмотреть историю последних 10 боев, а также рассмотреть все те же вкладки, что описаны ранее. Рассмотрим боевой пропуск. Оба сезона порадовали нас увеличением количества ключей в наградах, новыми, хорошо проработанными персонажами, изящными скинами и, к сожалению, далеко не самыми хорошими пушками как для старых игроков, так и для новичков. Также были порезаны компенсации за предметы, что печально с учетом стандартных наград расходников. Боевой пропуск принес нам действительно большой объем ключей, но к остальным ресурсам остаются вопросы. Разве около 3000 золота за 2 пропуска это много? А 10 тысяч кредитов, что эквивалентно 100 золота? Очки улучшения. Их как украли. 48 на оружие и 12 на броню. Это как покрутить у носа, а попробовать не дать. Ну ничего за это толком не качнешь, даже на малых уровнях. А вы просите за пропуск full прайс на минутку. Ну а теперь прерву свой монолог, оставив вас наедине с осмотром предметов кастомизации из боевого пропуска.
Как вы возможно заметили, но разработчики каждую обнову освежают внешний вид игры не только в системах управления, но еще и обновляют модельки оружия. Кольт — слабое оружие, навряд ли оно поможет даже новичку. Брать не советую, но дареному коню зубы не смотрят, коллекция упадет, особенно то в новом скине. ФГ-42. В прошлом ролике про него говорили. Косой, но играть можно. ЦКС прототип. Даже не знаю, что про него и сказать. На хай-левелах вы с него вряд ли кого-то убьете. В лучшем случае будут добивания. На низком левеле еще более-менее. Но я бы посмотрел в сторону коллекционного ЦКС. А вот, собственно, и коллекционный ЦКС. Им уже можно претендовать на какие-то убийства на хай-левелах. Урон выше, скорострельность также выше оригинального ЦКС. МГ-42. Откровенно слабый пулемет. На начальных уровнях пойдет без проблем, но выше к хай-левелам он будет становиться все хуже и хуже.
МГ-42 коллекционный. На удивление, с ним получалось даже играть против высоких уровней. Про перезарядку можно забыть, патронов хватит вплоть до смерти. Ремингтон 8. Некогда очень сильный и желанный всеми дробовик. Сейчас же слабо подходит даже для контрактов. Урон вялый, патронов мало, но на низких уровнях вполне пойдет, так что новичкам можно брать. Шериф. 2,5 года оставался лучшим дробовиком в игре. Даже сейчас вполне тянет на контракты. Многие хай-левел все еще бегают с ним. Огромный магазин и хорошая скорострельность – гарант успеха. Огнемет. Стоит копейки, но не спешите радоваться. Основная цена его заключается в ваших сгоревших нервах. Да-да, он дает прямой урон по телу, вашему телу. Ибо это исчадие ада убивает кого-либо только когда все планеты встанут в ряд. И то при условии, что противнику забетонируют ноги. Вот вам наглядный пример этого ужаса. Панцершрек.
Отличное особое оружие для новичков и среднелевельных игроков за кредиты. К тому же имеет очень красивый камуфляж. Берите и не пожалейте, если вы только начали играть. МП-40. Скин непонятный, пушка тоже непонятная. Сделана исключительно для новичков на первые 10-15 уровней. Рассказывать про нее, собственно, и нечего. МП-40 Молния. Топовая пушка для средних уровней, тягается и с топовыми оружиями, но если, конечно, вам скилл позволяет. Очень добротная, можно даже взять на обзор. ЮДМ или же Юська. Очень слаженный автомат. В отличие от ПАСАМ, он ощущается как оружие, а не пластмассовая игрушка массового уничтожения. Без отдачи и абсолютно линейной стрельбы. Тут вам и бодрая тряска, и гуляющий прицел, который нужно уметь ловить, и тогда это оружие станет самым имбовым в ваших руках. СЗ-27. Новый пистолет. Целиться в прицеле не идеально, иногда нужно ловить. Но если привыкнуть к его повадкам, он, как и Юська, не оставит и шанса врагу. Головы летят бодро, пригорюнить может даже Бургес.
Останавливаю свой трюк и оставляю вас смотреть новых персонажей с боевых пропусков, а также двух старых, также добавленных в них. Changing clip. Reload! Grenade! We're out of ammo. Don't even let them raise their heads. Changing clip! Suppressing fire. We're out of ammo. Suivez-moi! À l'attaque! J'espère que t'aimes la dynamite! Grenade en approche! Oh, j'ai plus de munitions! À l'attaque! Suivez-moi! Mince! J'ai plus de balles! Merde! J'en ai plus! En avant! Più spesso ricarichi, più vivi! Abbiamo l'ordine di attaccare! Per il duce! All'attacco! Non puoi fare niente con una pistola scarica! Tirare granate! Posso lanciare granate tutto il giorno! Tir de suppression! Changement de magasin! Jet de grenade! Attrape-moi ça! Mes frères, couvrez-moi! Je recharge! Je dois recharger! On va bien voir si tu sais renvoyer celle-ci! Changement de magasin! Два сезона спецгруза. Все еще есть куда расти. Компенсации смешные, премиум все еще выпадает в простом ящике. Да, ключи стали копиться заметно быстрее, но это все еще не уровень ящиков. Расходников мало, чересчур мало. За сезон уже можно открыть 2 легендарных ящика, при активной игре, разумеется. Но за чуть больше месяца это все еще ни о чем. В обновлении был доработан боевой интерфейс. Размер кнопок гранат стал меньше, что выглядит странным решением, однако сильно не мешает. Если среди зрителей есть владельцы планшетов, напишите в комментариях, удобно ли вам нажимать на кнопки. Также добавили возможность двигать селектор смен оружия по горизонтали. Очень удобная функция. Теперь не придется корячить пальцы и случайно осматривать свое оружие после спауна. Были исправлены баги, связанные с разными типами селекторов и ачивок и сохраненных схемах, несрабатывание прозрачности на некоторых кнопках и так далее. Из пожеланий остается сохранение настроек на сервере, чтобы не приходилось заново настраивать весь интерфейс после переустановки игры, переработка кнопки выстрела с особого оружия и удар холодным оружием, дублирование действия удара для обычной кнопки стрельбы. Добавление индикации заряда и сети как в лобби для меню HUD. Отображение счета в меню выбора комплекта. Это обновление порадовало нас внедрением в игру календаря событий. Теперь на каждый значимый в рамках игры праздник будет появляться ивенты с заданиями и приятными призами. Успейте собрать все. Условия выполнения очень просты. Завершите 80% боевых задач и все награды ваши. Остальные 20% в этом сезоне идут в никуда.
Хотелось бы полученные дополнительные жетоны обменять затем на кредиты после завершения ивента. О, а вот эта фича показательна. Все же разработчикам интересно удержать нового пользователя, проведя его за ручку хотя бы первые 10 уровней. Как вы знаете, первые бои начинающий игрок играет исключительно с ботами на локальном соединении, дабы банально прочувствовать управление. Но как это бывает всегда, игрок берет только то, что ему дали в руки, и играет этим, пока не надоест. Разработчики поступили грамотно, по сути принудительно, но за конфетку, предлагая игроку поиграть на всех видах оружия и классах игры, параллельно обучая покупать гаджеты, затачивать предметы и скупать расходники. После всех заданий игрок останется в плюсе и получит свой первый интересный скин. Выглядит очень круто. Посчитаем накопленные на контрактах и ежедневных заданиях расходники. Получилось 18к ключей, 110 очков улучшения оружия и 48 брони, 38 билетов и 9к голды. Много ли это? По очкам оружия и билетов вполне, но броня точно нет. Посмотрим, сколько мы накопили бы в прошлом обновлении при старых контрактах и новых ежедневных. Если по ключам разницы не видно, то по билетам и очкам улучшения брони колоссальная разница. От 30 до 60%. При этом прирост в голде оказался всего-то 20%. Это того стоило? Нытьё в комментариях стоило таких падений в наградах? Не убедил? Посмотрим расходы в кредитах. В этом обновлении я потратил 153к кредитов, в предыдущем 178к кредитов, то есть разница всего лишь 25к кредитов. При таком-то падении доходов это капля в море. В обновлении были изменены некоторые карты. Кровавая зима приобрела новые закоулки, запекли свет по новой, сделав его более насыщенным и приятным. Подлодки потеряли красивые тени в коридорах, став монотонно яркими и местами слишком пересвеченными. Однако вернулся спрыг вниз с точки А на точку С, за что отдельное спасибо. Бастионе лишилась нескольких кустов, а также последние серьезно замедляют игрока, что делает жизнь кемперам невыносимой. Крыльцо лишилось перил, козырьки поменяли форму, конюшня обзавелась свежими досками, а лестницу наконец-то доделали. Война войной, а жизнь на карте кипит. Карта так же, как и в лодке, стала пересвеченной. Однако в помещениях появился теплый ламповый свет. С нуля был переработан поезд, который далеко не всем понравился. Мне лично не зашла система спаунов и убивающая весь геймплей винтовка Стэнбот со своими кемперами-владельцами. Посмотрим, как это изменится в следующем обновлении. Подведем итоги. Подполье принесло нам удобный обменник, который при грамотном использовании позволит получать давно желанные предметы или же затариться расходниками за легко добываемую валюту. Посткомбат освежил геймплей, реализовав новую систему МВП, а также отобразил более детальную информацию о каждом бое. События и задания для новичков разнообразили игру, дав новые цели и стимулы играть в уже немолодой проект. Переработка карт в той или иной степени идет на пользу геймплею. Не всем это нравится, но это неотъемлемая часть нестарения игры и подстраивания под новые механики и видение геймплея в целом.
Новое лобби смотрится свежо и сочно. Да, к ребу есть нарекания, но в целом оно лучше контрастирует со всем остальным игровым меню. Из минусов же отсутствие нерфа и балансных пушек. Бабах, пасам, а также РП остаются слишком доступными и ломающими весь геймплей уже которое обновление. Хотя все решается очень просто. Пасам теряет линейность за счет разброса, бабах наносит меньше урона, а тот же РП стреляет одну ампулу. Если же выстрел повторный, предыдущая ампула перестает гореть. Спецгруз будет часто появляться в минусах, так как все еще очевидна его невыгодность по отношению к старой системе ящиков. Интеллект ботов не изменяли, претензии остаются, как и в прошлом обновлении. Слишком глупые, встают намертво при любой временной гранате, к тому же стреляют через стены, могут игнорировать точки, вставать на месте без причины или же бежать за своим флагом, который подвидали на миллиметр от респа. Обменник голды и кредитов не трогали, логика та же. 10 тысяч кредитов дают 100 золота, но наоборот мы получаем лишь 1к кредитов. Что за абсурд? Да и из разных аккаунтов собрать обменник не выйдет только с одного на одно устройство. А на этом все. Спасибо, что оставались весь ролик со мной. Не забывайте ставить лайки, делиться своим мнением в комментариях. С вами был Infinite Play. Подписывайтесь, с 2 ног бейте в колокол и кликайте на лайк. Всем удачи и до встречи в следующих роликах.